Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем животики. И сегодня в преддверии Пасхи я хочу с вами поделиться очень классным рецептом приготовления куличей. Кулич, приготовленный по этому рецепту, получается всегда очень вкусный, сладкий, мягкий и воздушный. Остается свежим много дней. Нам понадобится 500 мл теплого молока. Молоко должно быть теплое, но не горячее. Добавляем 2-3 столовые ложки сахара и 50 грамм дрожжей. Для приготовления этого кулича я использую только свежие дрожжи. Так мне нравится гораздо больше. Руками крошу дрожжи в теплое молоко. Затем я добавляю 500 грамм муки. Муку необходимо просеять. Перемешиваем. И теперь берем пищевую пленку или полотенце, накрываем нашу опару и отправляем в теплое место на 30-40 минут, чтобы наша опара поднялась. А пока я хочу порекомендовать вам, друзья, очень интересный канал. Если вам надоело баловать ваши животики и вы хотите похудеть или воспользоваться рецептами правильного питания, то рекомендую вам канал ППшка. Ссылку я оставлю в описании. А пока я подготовлю изюм и курагу. Можно также взять цукаты или орехи, будет очень вкусно. Изюм я заливаю кипятком и то же самое делаю с курагой. Оставляю на некоторое время, пока мы будем готовить другие продукты. Берем 6 куриных яиц. И теперь нам необходимо отделить белки от желтков. Делаем это аккуратно, чтобы желток не попал в белок, иначе белки будут очень плохо взбиваться. К белкам добавляем щепотку соли и теперь хорошо взбиваем белки миксером. Нам необходимо получить густую белковую массу, которая хорошо держит свою форму. Это сделать очень просто, быстро и легко при помощи миксера. Теперь займемся желтками. К желткам добавляем пакетик ванильного сахара и оставшийся сахар. Я люблю куличи сладкие, поэтому сахара кладу достаточно много, приблизительно 300-350 грамм. И теперь перетираем желтки вместе с сахаром, также при помощи миксера. Тем временем наша опара подошла. Посмотрите, как она увеличилась в объеме, минимум вдвое. Хорошенько все перемешиваем ложкой или лопаткой. И теперь сюда добавляем нашу яичную смесь. Сначала я добавляю желтки, перемешиваю. Затем берем 200 грамм мягкого сливочного масла и добавляем в тесто. Обязательно масло должно быть очень мягкое, поэтому рекомендую заранее достать масло из холодильника. Хорошо перемешиваем. Затем добавляем белковую массу и еще раз перемешиваем. И начинаем постепенно вводить муку. Муки нам необходимо столько, сколько возьмет тесто. У меня ушло приблизительно 1,5 килограмма муки с учетом тех 500 грамм, которые мы добавляли в начале. Муку я добавляю частями, часть добавила, перемешиваю, часть добавила, перемешиваю. Обязательно всю муку просеиваем, это очень важно. Добавляем еще немного муки. Хорошо перемешиваю. И как только мне становится сложно вымешивать тесто лопаткой, я продолжаю это делать руками. Начинаю вымешивать тесто руками в миске. Затем я смазываю рабочую поверхность растительным маслом и продолжаю вымешивать тесто уже на столе.
Муки я больше не добавляла, мукой тесто перебивать не стоит. Как только тесто перестает прилипать к рукам, значит оно готово. Оно должно остаться вот такое мягкое, живое и очень приятное в работе. Теперь смазываем миску или кастрюлю растительным маслом и перекладываем сюда тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой или полотенцем и отправляем в теплое место на 1 час. А теперь вернемся к изюму с курагой. Курагу я нарезала на небольшие кусочки, и теперь все это дело мы присыпаем мукой. Чтобы изюм и курага не опали на дно, я добавляю приблизительно 2 столовые ложки муки. Это достаточно, и хорошо перемешиваю. Прошел 1 час, и только посмотрите, как поднялось мое тесто. Теперь омянем тесто руками. Для удобства руки я смазываю растительным маслом. Теперь добавляем изюм и курагу в тесто, или, как я уже говорила ранее, можно добавить орехи, цукаты, все то, что вы любите. Также можно добавить небольшое количество лимона или апельсиновой цедры. Получается очень ароматно. Перемешиваем все это хорошенько. Я начинаю это делать в миске, затем перекладываю тесто на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом, и еще раз хорошо вымешиваю тесто, чтобы равномерно все распределилось. Берем формы, в которых будем выпекать куличи, и смазываем хорошо растительным маслом. Я всегда смазываю и дно, и бока, так мне нравится гораздо больше. Теперь наполняем форму тестом. Я наполняю приблизительно наполовину, чтобы оставить место для роста куличей. Накрываем куличи кухонным полотенцем и оставляем на столе на 10 минут. Через 10 минут начинаем выпекать куличи. Выпекаем при температуре 100 градусов 10 минут, затем увеличиваем температуру до 180 градусов и выпекаем до полной готовности. Готовность проверяем, как всегда, зубочисткой. Она должна остаться идеально сухой. Мои куличи уже готовы, поэтому приступаем готовить глазурь. Глазурь мы будем готовить на основе желатина. Такая глазурь не обсыпается и не крошится, поэтому отличный вариант. Берем 1 чайную ложку желатина, добавляем 2 столовые ложки воды и хорошо перемешиваем. Оставляем желатин на несколько минут, чтобы он немного набух, а тем временем мы приготовим сахарный сироп. Для этого мы берем небольшую кастрюльку и высыпаем туда 1 стакан сахара. Добавляем 4 столовые ложки воды. На первый взгляд этого кажется мало, но этого достаточно. Хорошо перемешиваем, включаем огонь и варим сахарный сироп. Как только сахар растворится и масса закипит, значит наш сахарный сироп уже готов. Больше варить его не нужно. Отключаем огонь, и для удобства я переливаю сироп в чашу блендера. И теперь сюда добавляю набухший желатин. И теперь, когда масса еще горячая, начинаем взбивать все это дело миксером. Вот так очень быстро и просто получается такая интересная белоснежная глазурь. Для вкуса и аромата я добавляю небольшое количество лимонного сока. Еще раз взбиваю, и наша глазурь уже готова. Куличи покрываем глазурью. Вот такая вот белоснежная и очень удобная в работе получилась глазурь. А главное, очень вкусная. Такая глазурь не крошится и не обсыпается, и это очень удобно. Поэтому всем рекомендую. Единственное, что хотелось бы сказать, что покрывать глазурью нужно сразу, так как глазурь застывает достаточно быстро. И напоследок украшаем куличи по желанию и вкусу. Вот и все, друзья, мои пасхальные куличи уже готовы. Вот такие вот они получились у меня в этом году. И хочу сказать, друзья, что, конечно, приготовление куличей занимает некоторое время, но домашний кулич – это всегда очень вкусно. Поэтому всем вам рекомендую приготовить в этом году
домашний кулич и воспользоваться этим рецептом. Кулич получается всегда очень вкусный, сладкий, мягкий и воздушный. Остается свежим много-много дней. Я желаю вам всего хорошего, друзья, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и до новых встреч!